Приветствую вас вновь, и это третья часть по выплетанию короба с деревянными ручками. Как вы видите, резиночку я уже сняла, и стойки мои высохли. Я хочу вам сказать, что я сделала досадную ошибку, сильно перетянула резинку, сильно затянула. В общем, кое-где мои стойки деформировались, к сожалению, и так как они уже очень сильно высохли, вот поделать с этим вряд ли что-то можно, но их можно размочить, вот как-то их выпрямлять. В общем, я решила по ходу ам, плетения эту ситуацию исправлять. Вот где-то их просто так вот подгибать, если нужно. Вот. Вы не допускайте таких ошибок. Так-то, в принципе, все меня устраивает. Как вы видите, стоечки стоят. Плести будет ими комфортно. Ничего критичного не случилось, страшного, поэтому мы приступим к дальнейшему плетению, к плетению стенок. Сейчас мне нужно будет выполнить постановку 3 рабочих трубочек к стойкам, к средним, серединным по короткой части моего короба. То есть здесь у меня более широкая, здесь короткая. Именно с этих сторон я и буду впоследствии наверху закреплять ручки деревянные. 3 рабочие трубочки. Я мягкие части у них срезаю наискосок. Подрезала. И обязательно промазываю клеем. Небольшое количество наношу. Вот, буду делать подстановку. Взяла палочку деревянную, свою помощницу, и немножко расширяю пространство вот там за стойкой и в плетении. Плетение одного ряда двойной веревочкой. Вот расширила и просто аккуратно подставляю. Смысл подстановки такой, да, очень аккуратно подклеить рабочие трубочки, чтобы как можно меньше это было заметно с внутренней, ну и внешней стороны. Так. Если нужно, можно себе помочь даже палочкой, ничего страшного. Если что-то не получилось, вынимайте трубочку, используйте другую или заново подставляйте. Излишки клея обязательно сразу убираем, чтобы они не высохли, не успели и не оставили нам некрасивые белые следы. Первый ряд я буду выплетать тройной обратной веревочкой. Для этого беру левую крайнюю рабочую трубочку, провожу ее под 2 рабочими, через 2 за третью свободную стойку. Предварительно вот первую трубочку я прижимаю немножко к поверхности, на которой стоит моя форма. Довожу до свободной стойки. Так, немножко приподниму, довела. Сделала небольшой подгибчик. Вот видите, здесь сделала небольшую дугу, прогиб. Придерживаю и завожу за стойку. Завела. Не натягиваю. Вот этот прогиб у меня так и должен остаться. Беру снова левую крайнюю рабочую трубочку под 2 рабочими трубочками перед 2 стойками за третью свободную. Также немножко прогибаю ее, прижимаю к поверхности, завожу. Сразу поправляю. Так, первый ряд плетения у меня будет именно обратная веревочка. Еще раз прижимаю, провожу, и получается за угловую стойку сейчас завела. Уложила. Стоечка-то у меня одинарная, пока я ее не трогаю. Снова укладываю, прижимаю к поверхности, провожу, довела до стойки. Ну и видите, сейчас мне уже пора будет производить наращивание. Наращивание я делаю сразу синхронно, одновременно у 3 рабочих трубочек. Через 2 за третью. Наращивание трубочек при выплетании стенок произвожу за стойками, срез делаю на себя. Также до места сгиба наискосок срезаю рабочую трубочку, заостряю ее,
И подставляю новые рабочие трубочки, прокапанные клеем. Как и в первой части я вам показывала, обязательно вот 7 миллиметров кончики у трубочек я срезаю. Трубочки у меня толстенькие. Ну, в первой части обязательно посмотрите, я все поясняла, почему именно 7 миллиметров. Так, и по капельке клея. Трубочку обязательно слегка прокручиваю для того, чтобы она лучше схватилась. Продолжаю плетение. Беру левую крайнюю рабочую трубочку под двумя за следующую свободную стойку. Уложила трубочку, слегка прижимая к поверхности. Не забываем про это. Стойку обязательно угловую фиксирую. По возможности правильно. Так, и вновь. Под двумя за третью свободную. Опять перед двумя стойками, перед двумя стойками под рабочими трубочками завожу за стойку свободную. И слегка вот их как бы подтягиваю. Вправо слегка-слегка. И прижимаю плетение. Не тороплюсь, прижимаю. Прижимая плетение, да, не делайте это прям чересчур сильно. Мы просто это делаем, чтобы наш рисунок четко зафиксировался и прижался именно к дну плетеного дна. Так. Уже подошла к первоначальным стойкам, откуда мы начали с вами плетение узора. Смотрите, может появиться такая ситуация, что стойки у вас не четко будут стоять по углу, да, видите, может быть немножко левее или капельку правее. В общем, эта ситуация исправима. Мы стойки стараемся максимально ровно поставить ближе к углу, но не перекашиваем их. В общем-то, просто проплетаем. Через 2 ряда плетения мы будем выполнять постановку дополнительных стоек и эту ситуацию исправим. Я же продолжаю плести. Последний раз завожу по рисунку. Завела. И вот они, 1, 2, 3 первоначальные стойки. Кстати, не забудьте их пометить, если вдруг вы не так давно плетете, потому что сбиться очень-очень легко. И теперь тройная веревочка обратно закрывается немножко по-другому, не так как прямая. Беру левую крайнюю рабочую трубочку. Также продолжаю плетение. Как бы продолжаю. Завела за стойку. Завела и вывела наружу. Оставила. Беру левую крайнюю. Вот эту приподнимаю одну. Мне нужно ее провести снизу. Так, еще раз, чтобы вам было понятно. Вот. Левую крайнюю, которая у меня сейчас осталась, должна провести ее под одной трубочкой за стойку и вывести наружу. Приближаем. Так, чтобы вам было понятно. Вот видите, у меня идет сквозь нее за стойку и вывожу наружу. Так, объяснила, теперь показываю. Довела до стойки, сделала подгиб. Дальше немножко размягчила. Левым пальчиком фиксирую старательно рабочую трубочку и хвостик завожу в то место, куда я вам показывала. За стойку. Слегка подтягиваю, давлю на форму сверху, но вам сейчас не видно. Слегка подтянула и вывела
наружу за стойку. Теперь у меня 2 хвостика, получается, за стоек выходят. И беру снова левую рабочую трубочку, последнюю. Мне нужно завести ее теперь вот здесь 2. Ой, не видно вам. Вот видите, под 2. Здесь я заводила под 1, здесь под 2. Опять за стойку и наружу. Все то же самое. Вывожу. Аккуратно, аккуратно подтягиваю. Вот это совсем не страшно. То есть первую мы заводим по рисунку, не трогая, за стойкой оставляем. Вторую под 1 проводим, а третью под 2. И у нас должен весь рисуночек совпасть. Мы его поправляем. Если нужно, рабочие трубочки подтягиваем. И они у нас, как вы видите, выходят из-за стоек первоначальных. 1, 2, 3. Дальше я буду переходить на плетение узором прямая тройная веревочка. И чтобы мне произвести наращивание, вот, трубочки не обязательно из-за стоек вынимать, давайте поступим следующим образом. Прямо на месте, аккуратненько, я делаю срезы, которые смотрят вниз. Стараюсь не повредить ни плетение, ни стойки. Очень-очень аккуратненько. До места сгиба. Там, где изгиб я сделала, чтобы завести застойку для фиксации, вот аккуратненько до этого места. Смотрите, что получается. Такая ситуация. Беру 3 рабочие трубочки и аккуратненько начинаю их накручивать на эти срезы. Очень-очень аккуратно. Стойку можно отодвинуть вместе с рабочей трубочкой, да, с этим хвостиком. Так. И третью. В таком состоянии на несколько секунд, там буквально на 5-10 я оставлю, пускай трубочки подсохнут, чтобы, не дай бог, они не выскочили. Продолжаю плетение, только теперь не обратную, а прямую веревочку, я повторяюсь. Через 2 стойки поверх 2 следующих рабочих за 3. Опять левую крайнюю беру, через 2 стойки поверх рабочих трубочек за 3. И немножко слегка прижимаю. Трубочки не продавливаю, а уплотняю плетение. У нас сейчас будет получаться с вами косичка очень красивая. Прямая и обратная веревочка, двойная, тройная или из 4 прутиков, дает вот такой красивый узор. Очень смотрится эффектно. Если трубочки еще будут двойные, так вообще расчудесно. Через 2 за 3. Ну, здесь вообще ничего уже сложного. Самое тяжелое позади. Стойки зафиксированы первым рядом плетения. Вторым мы дополнительно их фиксируем. И теперь уже плести будет намного-намного проще. Вот такой узор получается. Очень красиво. И если вы заметили, да, какой красивый легкий меланж на трубочках. Я балдею. Когда цвет трубочек приятный, он нравится, то и плетение, оно становится в радость. Так. Ну, здесь все то же самое. На угловых стойках внимательно относимся к рабочим трубочкам, чтобы они четко фиксировали наши вот эти стойки. Сильно не прижимались к форме, к углу формы. Делаем небольшой зазорчик, вот пальчик вставили, да, но не у основания, а чуть-чуть повыше. Вот, и контролируем этот момент. И заводим за следующую стойку. Прежде чем продолжать плетение следующего ряда, я в каждый угол формы подставлю картонные уголки. Картон этот достаточно тонкий по толщине, как картон у обложки, допустим, альбома для рисования. Аккуратно подставляю в каждый угол. Для чего я это делаю? Во-первых, таким образом мои углы плетеные будут выглядеть намного четче. И при вынимании формы я сначала уберу уголки картонные. Форма выйдет очень-очень легко, без проблем совершенно.
Теперь мне нужно дополнительно установить стойки. Образовались кармашки для подстановки новых стоек, и именно на этом этапе я сейчас это и буду делать. Мне понадобится моя палочка для того, чтобы помочь раздвинуть пространство слева или справа от имеющейся стойки. Стоек на углах у меня будет 3. Центральная, которая будет четко идти по ребру формы по углу, и с левой и с правой стороны. Для этого я беру, допустим, подсушенную рабочую трубочку или рабочую достаю из пакета. Это не принципиально, так как у меня уже есть подсушенная стойка. Так, вот они у меня подсушенные уже трубочки. Я слегка наискосок трубочку подрезаю. И уголок этот острый, прям миллиметр-два, тоже делаю срез. Обязательно наношу немного клея и подставляю. Одна стойка должна идти, повторюсь, четко по углу. И подставляю с левой тогда и с правой стороны от этой стойки. Так, подставила. И образую уголок из этих 3 стоек. Вот таким образом. Ну и сразу проплету, потому что рабочие трубочки у меня подсыхают. Через 2 за третью. Через 2 за третью. И следующим рядом плетения тройной веревочки я четко фиксирую вновь образовавшиеся стойки. Я их беру прям пучком, образовываю уголок, довожу рабочую трубочку и немножко можно ее даже в этом месте подогнуть, образовать легкий угол. Так. Выпрямляю, выставляю и продолжаю плести. Так. Следующее. Здесь у меня 2 стойки. И если вы видите, да, они как бы от угла у меня, от угла формы немножко уходят налево. Одна стоит четко по углу формы, 3 слева. То есть мне нужно теперь подставить одну дополнительную стойку лишь справа. То есть действуем по наитию. Если вдруг у вас прям они сильно влево смотрят, то тогда вы можете справа от одной справа поставить 2 дополнительные стойки. То есть выровнять их уже визуально на месте. Есть пространство, у нас кармашки в плетении образовались, и мы подставляем. Снова образовался уголок, и точно таким же способом поступаем еще с 2 углами. При закрытии 3-го ряда плетения мне необходимо одну трубочку припрятать, так как дальше я продолжу плетение узором ситицы, и мне понадобится всего лишь 2 рабочие трубочки. Для этого доплетаю последнюю стойку. 1, 2, 3 мои первоначальные. Беру правую рабочую через 2 за третью также. Теперь завожу ее за стойку и вывожу наружу в плетение. Подтягиваю, выравниваю все. Опять вторую через 2 за третью. Эту я оставляю, простите. Так, вот получается, одну рабочую трубочку я припрятала, а 2 у меня выходит из застоек. Впоследствии я эту рабочую трубочку подрежу аккуратно вдоль плетения. Пока она у меня подсыхает, я ее не трогаю. Она так зафиксируется, когда высохнет, и не нужно будет ее подклеивать дополнительно клеем. Ситец плетется, все знают, через одну стойку за следующую. Через одну за следующую. В шахматном порядке. Переходов при выплетании данного узора делать не требуется. То есть, когда вы дойдете до первоначальных стоек, простите, вы дальше просто продолжите плести. Рисунок у вас совпадет при соответствии одного правила.
если у вас количество стоек четное, и вы плетете четным количеством рабочих трубочек. Если у вас количество стоек нечетное, то тогда вам нужно будет продолжать плести нечетным количеством рабочих трубочек, чтобы совпадал рисунок. При выплетании прямоугольных коробов, круглых, овальных и так далее, всегда получается четное количество стоек, если вы все делаете правильно. Нечетное количество стоек может получиться только в том случае, если вы произведете дополнительную подстановку стойки или наоборот одну лишнюю уберете. Стойки в нечетном количестве иногда требуются при выплетании каких-либо узоров. Но бывают узоры, где требуется именно нечетное количество. Вот. Если мы продолжим плести 3 рабочими трубочками здесь, я вам сейчас покажу, то наш узор просто будет выглядеть следующим образом. Будет одна идти, а поверх нее вот таким образом сразу 2. Потом снова одна, потом 2, 1, 2. В принципе, если вас это устраивает, то можете не убирать одну рабочую трубочку, а продолжать плести также 3. Вот, но мне хочется, чтобы узор выглядел в классическом его варианте. Так, за стоечками не забываем следить во время плетения. И выставляем их перпендикулярно поверхности, параллельно друг другу. При оплетании углов на коробе именно узором ситец я провожу рабочую трубочку, которая у меня огибает поверх стойку угловую, довожу ее и ноготком образую уголок аккуратно. Завожу за следующую стойку. Эта рабочая трубочка идет у меня за стойку, получается. Стоечку обязательно поправляю и продолжаю плести. Держу, фиксирую рабочую трубочку, довожу до нужной стойки, делаю подгибчик и рабочую трубочку придерживаю, отвожу и слегка стойку на себя завожу. И вдогонку плету второй рабочей трубочкой. Можно, допустим, если вы умеете, но я так обычно тоже поступаю при выплетании больших коробов, плести вдогонку сразу 4 рабочими трубочками узор ситец. То есть у вас было в работе после плетения тройной веревочки 3 трубочки рабочие, вы одну дополнительно подклеиваете и плетете вдогонку. То есть у вас, получается, должно будет из-за каждой стойки выходить по одной рабочей трубочке изначально и плетете. Так, опять сделала прямой уголок. Фиксирую четко угловые стойки. Плету дальше. Демонстрирую наглядно, как происходит переход. При переходе на второй ряд уже плетения узором ситец. Вот они, раз, два первоначальные стойки. Я просто продолжаю плести. Переходы здесь не требуются. Рисунок полностью совпадает. Ну все, далее я буду плести без вас, проплету нужную мне высоту, и мы с вами вновь увидимся. Увидимся с вами уже, получается, в 4-й части мастер-класса. Да, мастер-класс я решила разбить на несколько частей, чтобы многое вам показать, рассказать, заострить внимание на каких-то нюансах. И на этом я с вами прощаюсь. Если видео понравилось, не забудьте поставить лайк и поддержать этим самым мой канал. Встретимся с вами очень скоро. До новых встреч и пока-пока.